Вот уже больше года Федеральная резервная система США борется с рекордно высокой инфляцией, которая в последний раз наблюдалась больше 40 лет назад, а самым главным оружием ФРС является процентная ставка, которую они продолжают повышать максимально агрессивными темпами. Но высокие процентные ставки – это один из самых негативных факторов для роста акций и криптовалюты, потому что кредитование становится более дорогим, а индекс доллара активно растет. На данный момент ФРС всеми силами пытается вернуть инфляцию к уровню 2%, что позволит им начать смягчение денежно-кредитной политики. Но если мы посмотрим на данные по ИПЦ за прошлый месяц, то они находятся на уровне 3%, что очень близко к целям ФРС. Такой положительный отчет может наконец-то положить конец эре высоких процентных ставок, и уже через 5 дней мы точно узнаем, как будет действовать ФРС на следующих заседаниях. Многие аналитики и эксперты прогнозируют, что июль станет последним месяцем, когда мы увидим повышение ставки, а это можно будет назвать победой ФРС, после которой рынки начнут просыпаться, инвесторы приступят скупать рискованные активы и биткоин улетит выше 32 тысяч. Но что на самом деле будет через 5 дней, вы узнаете в этом видео, поэтому смотрите его до конца, а перед просмотром я попрошу вас обязательно поставить видео лайк. Давайте по нашей старой традиции наберем 800 лайков и мы выпустим топ альткоинов, которые обязательно стоит добавить себе в портфель на фоне их предстоящих обновлений и важных событий. За ваши лайки мы всегда благодарны, поэтому приятного вам просмотра, давайте начинать. Всем привет, друзья, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. В сегодняшнем видео мы подробно разберем процентные ставки, которые всегда оказывали влияние на криптовалюту. А чтобы вы понимали, как биткоин реагировал на прошлые решения ФРС, переходите в наш телеграм-канал, где вас уже ожидает эксклюзивный отчет от нашей команды, который вы не найдете в интернете. Благодаря ему вам будет проще спрогнозировать движение биткоина и всего рынка крипты. Также у нас в телеграм вы найдете самые важные новости криптовалюты, так что обязательно подпишитесь. А для того, чтобы понимать, как будет действовать ФРС 26 числа и какие мы услышим последующие комментарии на пресс-конференции Джерома Пауэлла, нам стоит пройтись по основным экономическим отчетам, которые были опубликованы в этом месяце. И начнем мы, конечно же, с того, зачем так пристально следит ФРС, а именно данные по ИПЦ. В наших прошлых видео мы озвучивали то, что ИПЦ за июнь превысил все ожидания аналитиков и упал аж до 3%. Это был очень положительный сигнал для многих инвесторов, потому что падение инфляции на целый процент может заставить ФРС отказаться от дополнительных повышений процентных ставок. А также, когда 12 числа опубликовали ИПЦ, мы наблюдали за активным падением индекса доллара, который упал до самого низкого уровня с начала этого года. И нам не просто так стоит обратить внимание именно на ИПЦ, ведь я напомню, что ФРС желает вернуть инфляцию к 2%, а она уже составляет 3%. То есть по факту, если инфляция будет продолжать падать такими быстрыми темпами, она вернется к целевому уровню уже очень скоро, из-за чего дополнительное повышение ставок даже не потребуется. Но есть и другие вещи, которые также учитывает ФРС, например, безработица. В начале месяца отчет по уровню безработицы показал, что она упала на 0,1%, а также заявки на пособие по безработице показали снижение в четверг. Падение безработицы не самый хороший знак, так как это увеличивает рост инфляции, вот поэтому Пауэлл постоянно делал акцент на рынке труда. И еще важными отчетами, которые влияют на решение ФРС, являются данные по торговой активности. И в принципе 18 числа многие из них указали на то, что производство компаний сокращается. А это очень хороший знак. И ФРС будет рассматривать его очень положительно. Насчет решения по процентной ставке 26 числа сюрпризов никаких нет. Ее 100% повысят, о чем говорят многие эксперты и прогнозы СМИ Групп. А повысят ее на классические 0,25%. Но в то же время есть очень большая вероятность, что именно июль станет последним месяцем, когда ФРС повысит ставку. Если Джером Пауэлл на каждой конференции говорил, что ФРС зависит от данных, то эти недавние отчеты демонстрируют, что экономика США существенно сократилась, что привело к такому падению инфляции до уровня 3%. Индикатор СМИ Групп прогнозирует, что ставки останутся такими же на заседании ФРС в сентябре с вероятностью 87%, а ближе к концу года они вообще могут приступить их снижать. По этому поводу многие эксперты говорят, что июльское повышение станет последним в
этом суровом цикле. Ведь 106 ведущих экономистов США считают, что после 26 июля ФРС сделает паузу. Как я говорил в начале, процентные ставки очень сильно влияют на фондовые рынки и криптовалюту, потому что более высокий курс доллара делает невыгодными инвестиции в акции, золото и уж тем более в крипту. Мы с вами это прекрасно ощутили на своей шкуре прошлым летом, когда инфляция летела вверх, а ставки поднимали по 0,5% в месяц. Но ФРС провела хорошую работу. Данные по ИПЦ лучше ожиданий, экономика замедляется, всех тревожит вопрос рецессии, и это все может подтолкнуть Пауэлла сделать паузу, из-за чего мы получим положительное влияние на криптовалюту, после чего активность на рынке вырастет. А когда рынок становится волатильным на фоне таких событий, это самое лучшее время, чтобы зарабатывать на трейдинге, если заранее знать, на каком уровне открывать сделки. Но в этом вам поможет наша подписка Coin22 Pro. Подписка Pro работает очень просто. Например, на днях участники Pro получили шорт-сделку на монету Оптимизм, где было указано, на каком уровне открывать сделку, а на каком фиксировать 25% прибыли. И такой формат работы подойдет даже новичкам, ведь перед началом торговли вы получите пошаговое обучение и круглосуточное сопровождение. Подписка Pro успешно работает уже почти год, и за это время мы предоставили и продолжаем предоставлять большое количество прибыльных сделок. Поэтому, если ты желаешь заработать вместе с нами на предстоящих экономических событиях, переходи по ссылке в описании и присоединяйся к подписке Pro. Касательно будущих ставок ФРС, еще хотел бы добавить то, что снижать инфляцию очень сложно, и даже данные по ИПЦ не могут на 100% отражать реальную картину инфляции. Данные могут публиковаться с задержкой, поэтому нужно учитывать, что ФРС не будет снижать ставку при первых положительных отчетах, ведь это может поднять инфляцию еще больше. Сам Пауэлл ожидает, что цель в 2% будет достигнута только в 2025 году, но скорее всего этот прогноз он сделал с запасом, ведь инфляция уже 3% и до победы остались миллиметры. Если посмотреть, что происходило с биткоином после прошлого заседания ФРС, то он прилично упал аж на 4%, особенно на фоне комментариев Пауэлла на конференции, когда он сказал, что в этом году будет сделано как минимум 2 повышения, а может и больше. Сейчас же ситуация кардинально отличается. Во-первых, биткоин торгуется около 30 тысяч после вот этого активного пампа. Во-вторых, мы получили замечательные данные по инфляции, которые были лучше прогнозов. Ну и в-третьих, биткоин поддерживается ожиданиями инвесторов будущих ETF, которые по прогнозам одной криптофирмы могут привлечь дополнительный приток капитала в биткоин в размере 33 миллиардов долларов. Поэтому даже несмотря на то, что ставку повысят, все будут очень внимательно слушать Джерома Пауэлла, ведь именно он задает настроение на рынках после заседания ФРС. А для биткоина сейчас очень важно получить хоть какие-то положительные новости, ведь больше месяца мы наблюдаем за тем, как он торгуется вот в этом диапазоне, и в последние несколько дней уже вообще закрывался ниже 30 тысяч, что является достаточно опасным для его будущего. В то же время индекс страха и жадности, который отображает настроение инвесторов, находится в нейтральном положении и указывает на то, что инвесторы не готовы ни покупать, ни продавать биткоин, ведь никто не уверен, куда он пойдет дальше. Но это все, конечно же, может измениться уже 26 числа, когда мы услышим хоть какие-то положительные комментарии касательно следующих заседаний ФРС. Если окажется, что июльское повышение станет последним, биткоин наверняка прыгнет выше 30 тысяч, где будет торговаться, пока не объявят решение по запуску ETF. Пробьет ли биткоин новый максимум 2023 года? Вполне возможно. Но зафиксироваться выше 30 тысяч уже будет хорошей новостью. С процентными ставками мы разобрались, но у ФРС есть еще один сюрприз. В четверг ФРС запустила новую платежную систему FedNow, которая позволяет проводить мгновенные платежи. На данный момент к ней присоединились 35 первых пользователей, в том числе JP Morgan и Wells Fargo. Это 2 из 4 крупнейших банков США. Но самое интересное то, что FedNow является неким ответом на криптовалюту, чтобы люди не использовали крипту, а потихоньку привыкали к вот таким системам, чтобы потом перейти на CBDC. На тему CBDC у нас есть отдельное видео, где мы во всех подробностях разобрали, что это такое и чем это опасно для крипты. ФРС отрицает, что ее новая служба платежей каким-либо образом связана с цифровыми активами, но эксперты говорят, что новая система может стать основой, которая необходима для CBDC. Таким образом, эта
новость привела к новым предупреждениям о потенциальных рисках конфиденциальности и контроля вокруг цифрового доллара. Правда, пока неизвестно, сколько времени понадобится ФРС, чтобы они могли успешно работать с цифровым долларом. Но то, что они хотят ограничить пользователей от криптовалюты, это 100%. Также, пока на рынке крипты все монеты продолжали консолидироваться после сильной коррекции, в лидерах роста на этой неделе было замечено несколько монет. Первой монетой стала, конечно же, Stellar, которая выросла аж на 45%. Данная монета была создана разработчиками из Ripple и до сих пор тесно сотрудничает с этой компанией. После победы Ripple XLM также выросла на 100%, и потенциал на будущее у нее есть. Поэтому, если вы желаете увидеть подробный обзор на эту монету, пишите в комментариях, и мы его обязательно сделаем. Еще в лидерах роста был замечен и сам XRP, который продолжил рост на 10% после коррекции. А победа Ripple, наверное, так сильно разочаровала Генслера, что он попросил $72 миллиона для усиления защиты инвесторов. Но банкротство FTX показало, как он защищает инвесторов. И наверняка эти деньги пойдут на защиту Генслера от бедности. Но еще одной монетой с 20% ростом за день стал Link. Chainlink предоставил протокол межсетевого взаимодействия, чтобы помочь создавать межсетевые приложения и сервисы. Протокол запущен на блокчейн-платформах Avalanche, Ethereum, Optimism и Polygon. Поэтому такое важное обновление активно повлияло на его цену. Другие монеты особым движением не отличались, ведь все ожидают хороший толчок, которым станет процентная ставка 26 июля. Поэтому обязательно будем готовиться к этому важному дню. На сегодня это была вся важная информация, которую мы должны были с вами поделиться. Как всегда, больше свежих новостей и событий есть в нашем телеграм-канале, так что не забывайте подписываться. Чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик и увидимся в следующем ролике. Всем желаю удачи, до скорых встреч!